Привет, я доктор Берг. Мне задали еще один вопрос о Bulletproof Coffee. Из-за частых вопросов я решил записать видео и рассказать о своем мнении. Что такое Bulletproof Coffee? Это кофе с добавлением сливочного или кокосового масла. Эту смесь люди пьют по утрам, как замену завтраку. И эти жиры позволяют продержаться дольше. Лично я считаю, что это хорошее начало дня. Просто потому, что большинству людей эти жиры позволяют все утро не испытывать чувство голода. Это прекрасно для начала. Думаю, такой кофе можно пить. Это не обязательно, но это неплохая идея, потому что другой вариант — просто поесть, а потом сдвигать прием пищи на час позже, а потом еще на час и еще на час. Вы привыкаете, и внезапно оказывается, что едите всего дважды в день. Это идеальный сценарий — 2 приема пищи в день. Большинство при этом хорошо себя чувствует. Дело в том, что после каждого приема пищи подскакивает инсулин. Да, Bulletproof кофе действительно немного стимулирует инсулин. Это так. Хотя жир и не стимулирует инсулин, он нейтрален. Дело в том, что начинает работать желудок, а он высвобождает гормоны, которые стимулируют инсулин. Вот в чем дело. Не в самой пище, а в том, как работает желудок. Можете начать свой день с него. Это один вариант. Это не обязательно, но идея неплохая. Моя рекомендация вот какая. Когда вы адаптируетесь к кето, когда вам будет более комфортно, и вы привыкнете, вы сможете дольше не испытывать голода. Вас перестанет тянуть к сладкому, а энергии у вас будет много. Вы не будете усталыми после еды, вам не нужно будет сладкое на десерт. Это и есть адаптация к кето. Вот тогда можете заменить масло, и сливочное, и кокосовое, скажем, на сливки любой жирности. Добавьте немного сливок, потому что так инсулина будет вырабатываться еще меньше. И тогда инсулин у вас вообще не будет подскакивать, и вы сможете продержаться с завтрака до обеда без единого всплеска инсулина. На этапе перехода масло, возможно, стоит исключить. Дело в том, что некоторым людям оно может помешать добиться лучших результатов в похудении. Просто из-за лишнего жира. Суть в том, что при адаптации к кето мы стремимся к тому, чтобы тело сжигало собственный жир. Вот наша цель. Потом вы заметите, что когда вы едите, вам уже не нужно столько жиров в порции. Вы поймете, что тут слишком много жира, и вам уже не нужно столько жира после еды, потому что вас может даже подташнивать. Следите за объемом жира. Вам будет нужно все меньше, потому что тело сжигает свой жир в промежутках между едой. И это здорово, потому что вы худеете, а это топливо гораздо лучше. Если же вы хотите поправиться, можете продолжать пить этот кофе, но имейте в виду, что он может немного замедлить процесс. Вот мое мнение, я в нем уверен. Спасибо за просмотр. Наверняка вы уже подписались, но если нет, нажмите вот такую кнопку внизу и будьте в курсе новостей.